Господа, оказывается, федеральная сеть автосервисов FitService является самой быстрорастущей. У них уже 204 станции технического обслуживания в 102 городах России и Казахстана. FitService — это всегда строгие стандарты качества, вне зависимости от того, где бы вы находились. FitService может оказать вам поддержку в комплексе совершенно разных услуг, начиная от кузовного ремонта и автомоек, заканчивая поддержкой вас на дороге автомобилистов в сложных дорожных ситуациях. FitService — это удобные клиентские зоны с бесплатным кофе, Wi-Fi, игровой приставкой и детской зоной. Но самое главное, что сейчас действует акция осени. Это значит, что на любой станции из сети сервисов FitService вы можете заменить бесплатно любые технические жидкости при условии, что покупаете вы их здесь же. Акция действует до 30 ноября, поэтому спешите, приезжайте и меняйте технические жидкости бесплатно. Все подробности этой акции, а также карта на сами сервисы по всей стране будут в описании под этим видео. FitService. Здравствуйте, господа! Добро пожаловать на эту, наверное, не очень обычную серию, но тем не менее первую техническую серию по проекту с копейкой получается. И как вы понимаете, чтобы стартовать такой проект, мы даже открыли кастом-ателье. Real Russian Custom. Добро пожаловать! И у нас даже есть два вертела, на которых мы, собственно, и будем вертеть наши проекты. На данном случае их тоже еще пока всего два. Второго вы еще не знаете, но скоро он начнется. Если вкратце, то эта штука раздвигается, сюда можно поставить кузов автомобиля, раму автомобиля, что угодно в сборе и, собственно, его вращать, таким образом давая удобство для доступа к тем или иным его деталям. Есть еще и другое. Поскольку у нас намечается это дело почти потоковое, как вы понимаете, если мы говорим, что это ателье, соответственно, машина будет не одна, не две и более, поэтому и моторов-то уже закуплено более, потому что мало их просто не бывает. Под это дело даже собрана некая универсальная клетка, где мотор может даже перед установкой в автомобиль на самом деле подсобраться, даже завестись, даже погазовать, и есть идея еще прикрутить к этому небольшой моторный диностенд. Вот это вообще, не знаю, насколько это получится, но идея топ, потому что если будет возможность настраивать и собирать моторы на стенде и замерять их мощность на выходе, то это же просто идеально. То есть, это реально круто. Такое очень развито в Европе, в Америке, но не развито у нас. Поэтому для удобства делается так. Любой приезжающий сюда новый мотор может быть здесь собран, может быть протестирован и уже после этого ставится в автомобиль. Вот такой подход, пацаны. Вот, короче, один из них на самом деле действительно пойдет в копейку. То есть, если вы думали, что мы просто
Большинство же комментариев какие были, Вадим? И, кстати... У меня нету микрофона опять. Да, извини. Очень жестко. Ладно, большинство комментариев ты заметил, какие были, да? Что мы хотим копейку поставить на раму патруля. Да. Не совсем вы угадали, потому что это не будет просто скрещивание носорога с бегемотом, это будет гораздо интересней. Для начала мотор у нас, при том, что тот дизель весьма прекрасный, но он же всего 2,8. Скучно. Да, а здесь 4,3 у нас получается. Это третий УЗ. Соответственно, у нас будет точная часть от патруля и УЗ в этом проекте. В следующем у нас будет без патруля, но тоже УЗ. Но это в следующем. Все, ты готов? Элегантной походкой. Это же уже все видели в прошлой серии, мне кажется. И секретный проект у нас не задет, смотри. Так, ну, я свою часть работы выполнил. Но один я не справлюсь. По-моему, нет, тормозов нет. Блин, что-то я начинаю немного переживать за этот проект, а? Я не совсем уверен, что мы все сделали правильно. Блин, ну высота посадки, конечно, впечатляет. Что ж, господа, дальше наступает самая интересная часть любого кастом-проекта. Мы берем уже имеющуюся машину и полностью ее раскидываем. Причем 80% деталей от этой штуки пойдут, скорее всего, в небытие. А далее сюда заезжает патруль и точно так же разбирается. Погнали! Когда разобрали патруля, мы теперь вам можем показать то, что было очевидно еще с серии с покупкой патруля. И то, почему патруль на самом деле не нужен. Подушки, кстати, еще, по-моему, такое ощущение, что даже родные. Ну, порогов нет, вы сами понимаете, да? Кузов, он весь на самом деле ржавый, это закидано грязью. Поперечины все, они вот в таком состоянии. То есть разбирать и восстанавливать это бессмысленно. Все-таки рубрика дешевки в каждой серии это гниль. Питер не прощает ошибок. Там багажник. То есть он прогнил туда, вот там тоже пол, короче, везде. То есть пола багажника нет. Задняя поперечина, естественно, тоже все гнилое. От того, что оно гнилое, оно стало мягким. Его бродит винтом. А раме просто конец. Рамы нет практически полностью. Передняя, ну оно, короче, все гнилое, но вот здесь более типично. Смотрите, это траверса. То есть она вся гнилая, просто в решето. Соответственно, никакой жесткости она не имеет. Дыры в раме дам. Вы прекрасно видите. Вот это рама. Вот вы видите, в каком она состоянии. Она отсутствует. Полезла даже чашка, на которой сидит пружина. Причем здесь хорошо видно, мы это уже увидели при покупке, но сейчас вам про это расскажем. У него был лифт. Вот эта проставка капролоновая. Это дюйма 2, 2,5. То есть машинка была даже немного подготовлена. Но
На самом деле сквозные дыры в раме начинаются вот с этой секции примерно, то есть задняя часть вся на выкид. Поперечины также, они все разбираются рукой. Это грязь, а под грязью там точно так же можно снять. Все точки крепления пошли по бороде абсолютно. Передние пружины, чашки, да также они все вон в трещинах. В трещинах особенно места сварки рамы, вот здесь оно все, вот здесь она просто расслаивается, ее даже видно. То есть мы узнали, что кузова в этом автомобиле нет, рамы в этом автомобиле нет. Траверса, видите, отгнивала, и подушка вместе с траверсой проваливалась вниз, поэтому кардан лег на поперечину и чертил по ней. А потом вы говорите, что 100 тысяч за эту машину это дешево. То есть фактически машины в патруле не было. В нем были два моста, которые на Авито бэушные стоят 100 тысяч. Собственно, их мы и купили. К сожалению, к ним сверху был прикреплен автомобиль. Поэтому, если за 100 тысяч мы бы могли купить два моста на Авито, они уже были бы сняты. Сейчас мы в данном случае еще тратим кучу денег на то, чтобы эти мосты отсюда выдернуть. То есть съем мостов тоже стоит денег. А так они бы уже были, по крайней мере, сняты. Преимущество же данной операции в том, что к мостам мы получаем еще бесплатно клюшки, бесплатно рулевое. Мы получаем тормоза, которые, скорее всего, или под замену, или под переборку ступицы, и куча мелкой требухи. Типа, может быть, пружины отсюда пойдут. Все. Так что, в принципе, 100 тысяч рублей за патруля. Сколько писали в комментариях, что он должен стоить дороже? Нет, ни в коем случае. Никакому восстановлению он не подлежал. Он конченый полностью. Актуатор турбы на мотор даже не идет. Турбина здесь не работала, в принципе. Она была отключена и просто висела на выпускном коллекторе. Это все, что она делала. И более ничего. Мотора, давление картерных газов отсюда из сапуна такое, что дым на видео, даже на первом, которое мы снимали, шел из-под колеса. То есть ситуация с патрулем конченная полностью. Это та самая дешевка, которая действительно стоила 100 тысяч, только потому, что в ней были патрулевые мосты. Еще раз. Чтоб вы не писали и не бомбили, что это сказочная цена. В продаже он стоял за 150, реальная цена ему 100. Как ни крути. Никакого восстановления, никакого ремонта. Опять же, это тупик. Только в случае с, если Volvo мы говорим, которая полностью кончилась, здесь всегда остаются ценные детали. Их мы и взяли. Все поняли? Поняли. Разбираем дальше. Вот, собственно, и все, что нам нужно было от патруля. Зачем он оставался, зачем он покупался, зачем он мучился и в целом вообще зачем он существовал. Это его два моста, передний и задний. В заднем, причем, уже существует у нас заводская принудительная блокировка, стопроцентная, намертво с кнопки. Ее можно реализовать, по-прежнему сделать. Почему именно патрулевые мосты? Потому что они в стоке могут держать 40-е, а если аккуратненько, как мы понимаем, даже и 42-е колеса. Таким образом, все, что нам нужно для того, чтобы сделать из этой жиги вообще все, что угодно, эти два моста. Вот как мы видим жигу, вот как мы видим мосты. Мы сейчас, по идее, должны упереться во что-то невероятное. Ну, типа так вот там, плюс лифт, плюс все дела. Чего у нас проблема с вами получилась? В том, что все вроде бы нарядно, но колеса-то стоят снаружи арок, а широкая машина — это, ребят, больше для камней. По-хорошему, в лесу широкая машина испытывает проблемы, потому что она не может пролезть между деревьями, в колею. Ну, чем больше, тем сложнее в любом случае. Мелкие могут прыгать с кочки на кочку. Таким образом, это нужно будет как-то решать. Далее это не наши колеса. Смотрите, есть такая тема, которая называется 37-е. 37-е триподоры в данном случае. У нас стоят 31-е сейчас на этих мостах, а будут 37-е. Представь себе на секундочку вот эту вот штуку, да?
косяк. Значит, уже надо поднимать выше. Во что мы, короче, примерно где-то так. Да, вот это больше похоже на реальные хода. Ну, может быть, чуть ниже. Чуть ниже, потому что... Сейчас. Давай сейчас попробуем это выкатить. С мостами мы разобрались, грубо говоря. Ну, типа так, короче. Типа так. Да, что-то типа того, правильно. Арка разрезается, у нас получается некий ход, это все режется. Спереди вообще страшно подумать. Господа, вот такая канитель, если вкратце. Ну-ка. Ну да, вот так и выглядят машины, когда с них большие колеса снимаешь маленькие. То есть, короче, суть такова, что это же кузов. И вы, кстати, еще часто говорили, что мы возьмем патрулевскую раму и на патрулевскую раму поставим жигу, и типа проект готов. Типа раз-два. Вы немножечко не на том канале, пацаны. Вы перепутали. Здесь так не делается. Потому что под все это нужна будет своя рама. Эти мосты, естественно, сзади А-образный рычаг можно сделать. Еще куча всего. Рама эта, вероятнее всего, будет трубчатая, пространственная, чтобы она сюда заходила. Потому что под этот капот еще надо и потом завести этот УЗ. То есть сюда же встанет еще V8, вы представьте. Соответственно, с V8, наверное, это с единственным, с чем у нас проблем не будет, исключая радиаторов, потому что, забегая вперед, я вам скажу, что мы уже рулеткой померили, и шкивы у мотора примерно вот здесь. Но, учитывая опыт с КамАЗом, не первый раз, когда мы с этим сталкиваемся. Ну, в общем, в любом случае, на сегодня мы имеем принципиально вот такую штуку. Это будет не жига на раме от патруля, это не скорлупа от «Жигулей», прикрученная просто к патрулю, нет. Это не патруль со скорлупой, это будет жига на патрулевых мостах и на УЗ-те. То есть вот такой конфиг. А теперь все это вместе связать, все это вместе привести к единому знаменателю, делать так, чтобы это ехало, рулилось и еще как-то существовало. И самое главное, непонятно, куда оно и как поедет, потому что пока не выйдешь, не поймешь. Вот это уже все, господа, в следующих сериях. Надо будет, во-первых, понять, как... Блин, мосты-то широковаты, патруль, он же огромный. Нужно будет сделать это все просто уже, чтобы это не получалось чебурашка с торчащими из подарок колес. Вот такая у нас, господа, идея. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Огромной вам всем удачи. Следующая серия уже не за горами. И пока.